Под холодным осенним ливнем в местный приют вошел мужчина по имени Райвен Холт. Тихий, уставший, будто давно разучившийся ждать хорошего. Когда сотрудница спросила, какого пса он хочет, он ответил: того, от кого все отказались. В приюте такой был один, кобель по кличке Даст, бывшая служебная собака, трижды возвращенная назад. Ухо надорвано, шерсть клочьями, в глазах пустота. Последний попытался его пристроить, получил десятки укусов. С тех пор пса прятали от посетителей. Райвен лишь кивнул, подписал бумаги и подошел к клетке. Даст лежал неподвижно. На мгновение их взгляды встретились. У обоих был один и тот же страх потерять то, чего давно не было — доверие. Мужчина присел рядом, не пытаясь заставить пса выйти. И через долгие секунды Даст положил лапу на его ладонь. Это стало их первым договором, без слов. Первые дни в доме были похожи на жизнь рядом с тенью. Пес ел только ночью, не приближался, дергался от каждого шума. Райвен не торопил. Просто жил своей тихой жизнью, разговаривал вслух, читал книги, включал негромкую музыку, чтобы собака слышала голос, к которому можно привыкнуть. На боку Даста он однажды заметил круглые рубцы, следы ожогов. Чужая жестокость объясняла многое. В ту ночь пес впервые лег не в укромном углу, а в дверном проеме, ближе, чем раньше. Прошло всего несколько дней, и однажды на рассвете Даст подошел к Райвену сам, легко коснувшись лапой его руки. Так пес показывал: «Я пытаюсь». Постепенно их жизнь стала спокойнее. Пес снова учился прогулкам, переставал шарахаться от хлопков дверей. Но однажды за порогом появился новый человек, начальник местной полиции, сухой мужчина по фамилии Лорен. Он напомнил Райвену: Даст в прошлом кусал людей и считается опасным. Райвен лишь ответил, что страшнее пустоты в человеческих душах, чем ожесточенного пса. Позже все стало яснее. В старом ошейнике мужчина нашел металлический жетон с едва читаемой надписью K9 Unit. LT. М. Дэрон, офицер Даррен, бывший боевой кинолог, служивший когда-то рядом с Райвеном. На прогулке они случайно столкнулись. Даст напрягся, узнал человека. Оказалось, что Даррен считал собаку виновной в гибели брата во время операции за границей. С тех пор он оттолкнул пса как сломленного. И теперь смотрел на него, как на живую рану. Райвен понимал, пес пережил предательство куда хуже боли. Время шло. Мужчина записывал наблюдения в тетрадь. День 40. Даст успокаивает меня, когда снятся кошмары. День 62. Реагирует на команды, которые помнят только военные собаки. Даст поднимался из тьмы медленно, но уверенно. И однажды вечером он спас женщину из дома, охваченного огнем. Вырвался сквозь дым, вывел ее наружу, почти так же, как когда-то вытаскивал раненых на службе. Город заговорил о нем иначе, уже не как о звере. Соседские дети начали гладить его, не ощущая страха. Приют попросил Райвена участвовать в программе помощи списанным служебным собакам. Он согласился, ради всех таких же ненужных, как Даст когда-то. На городском фестивале героев псу вручили награду. Среди людей стоял и Даррен. Он подошел, опустил голову и тихо сказал: «Прости, я ошибался. Он — солдат, не чудовище». Даст после паузы коснулся его ладони носом. Прошлое не исчезло, но перестало определять будущее. Когда прошел год, Райвен и Даст жили простой жизнью в небольшом доме с садом. Мальчик соседских друзей часто приходил играть с псом, а Даст лежал рядом с хозяином, спокойно дыша. Райвен посмотрел на седые волоски на морде пса и тихо сказал: «Ты был тем, кому нужен второй шанс. Но, кажется, он был нужен и мне». Даст поднял глаза, в них отражалось закатное солнце. И два уставших сердца, однажды найденные друг другом, наконец перестали бояться тишины.